Приветствую вас на канале Debugger Guards. Сегодня, как я обещал ранее, анбокс и обзор стартовой коробки Militarum Tempestus. Посмотрим комплектацию и детально разберем литники. Ну что же, приступим. Открываем коробку и видим пакетик с подставками диаметром 20 мм в количестве 12 штук. Следующий у нас литник с комиссаром, идентичный литнику из старт-коллектинга Astra Militarum. На нем плазма-пистолет, болт-пистолет, небольшой кусочек камушка, подставка для ног, двухсоставная тушка, голова состоит из лица и фуражки, и силовая шашка и ноги. На следующем литнике гвоздь программы, так сказать, а именно Taurox. Существует двух основных закачка – Taurox и Taurox Prime, для имперской гвардии и для сционов соответственно. Размер данного экземпляра в собранном состоянии приблизительно равен по высоте и по длине танку Лемон Рус. По ширине, конечно же, немножко уже. В сравнении с той же Химерой, профиль явно выше, но ширина меньше. На литнике масса запчастей, поскольку детализация очень высокая, как и вариативность сборки. Третий литник, так же как и второй, это все еще Taurox. В основном это разнообразное вооружение. Валиганы, автопушки, ракетницы, вулкан-кэнноны, а также задняя часть броневика и детали башенки. Также есть детали членов экипажа, тоже в двух вариациях, для Astra Militarum и Tempestus Scion. Четвертый литник это непосредственно сционы. Данный набор дает возможность собрать как два разных отделения по 5 человек, так и одно большое отделение в 10 человек. На литнике есть комплектация как для обычного отделения, так и для отделения командного типа, что ярко отличает данный набор от стартера имперской гвардии, где вариант всего один – стандартное отделение с небольшой вариативностью вооружений. Здесь же мы видим широчайший выбор голов как в шлемах, так и без них, тушки в карапаксах, то есть броне более высокого класса защиты, нежели у стандартных гвардейцев, и бэкпаки, тоже весьма разнообразные, ноги, а также очень большой выбор доп. Вооружений. Помимо стандартных хедшот-лазганов имеются гранат-ланчеры 2, плазма-винтовка, лаз-пистолеты, шашка, болт-пистолет, плазма-пистолет, пила-меч, силовой кулак, стандартный огнемет, валиган, а также ависцератор медика. И это все дублировано на пятом литнике. Много доп. Снаряжений, аптечки медика 2 раза, мокс-приемник 2 раза и знамя 2 раза. Дальше стандартная для комиссара цветная инструкция по сборке, набор декалей с эмблемами подразделений. Дальше черно-белая инструкция для сционов, очень подробная с вариациями, незаменимая для сборки, поскольку на литниках очень много похожих, но все же разных кусочков рук, из-за чего могут возникнуть непредвиденные сложности при сборке. В конце книжки по стандарту даташиты. И последняя книжечка это инструкция по сборке Таурокса, тоже черно-белая. Суть инструкции сводится к делению на две части: сборка основного корпуса и общих деталей, и конечный этап, где вы собираете уже обвесы в зависимости от модификации. Taurox или Taurox Prime. Вот, например, как с ракетницей. Либо собираете и устанавливаете, либо закрываете данный отсек крышкой. Как видно, всевозможные вариации сборки приведены на последних страницах. И на этом все. Как вывод, мы имеем очень интересную и оригинальную фракцию для начала хобби, со своими особенностями и бэком. В плане же самого набора это просто отличное качество пластика с высоким уровнем детализации и огромной вариативностью сборки. Как для хоббиста еще и просто золотая жила для поиска битцов на конверсии, ибо после сборки останется много деталей. Думаю, стоит обратить на нее внимание как тем, кто хочет собирать сугубо сционов, так и тех, кто хочет собирать Astra Militarum, либо на крайняк ренегатов. Всем спасибо за внимание. С вами был я, Анатолий. Подписывайтесь, ставьте лайки и добро пожаловать на канал Debugger Guardsman.